Итак, сборка велосипеда с мотором Bfang. Первая часть. Первое, с чего я начал, это снял цепь с механизма, с трансмиссии. Цепь либо с замком бывает, либо с выжимкой. Если выжимка, выжимаем цепь, снимаем. Второй пункт, с чего я продолжу, это снятие шатунов с шатунами и каретки. Это самая сложная часть, как мне показалось. Шатуны хоть и были смазаны, однако снимались очень тяжело. Снимал с помощью вот такого китайского съемника, который смог снять только один шатун. Вот этот я снял. Потом внутренняя резьба на этом китайском съемнике поломалась. Соответственно, вот эта часть, которая должна была выжимать, прокручивалась. Пришлось наварить гайку советскую и использовать болт советский. И тогда смог выжать этот второй шатун, который находится, получается, с левой части, со стороны тормоза. После этого стала задача снятия каретки. Тут тоже есть некоторые нюансы. Вот так выглядит каретка. Установлена она была вот таким вот образом. Снимается по-правильному, и чтобы легче было, сначала выкручиваем с этой стороны, то есть это будет правая сторона велосипеда, со стороны тормоза, не со стороны трансмиссии, а со стороны тормоза выкручиваем вот эту часть, и потом выкручивается сама каретка целиком уже с этой стороны. Здесь у нас выкручивается с этой стороны по обычному, обычная резьба так закручивается, так выкручивается. С другой стороны мы наоборот, то есть получается со стороны трансмиссии, с этой стороны сама каретка у нас выкручивается сейчас по направлению педалей, то есть вот так вот, по направлению вращения педалей. Вот таким вот образом выкручиваем с этой стороны каретку. Так, и еще есть нюанс, об этом известно в интернете, но еще раз повторю, для того, чтобы, когда будем вставлять этот съемник, чтобы он не прокручивался, вставляем и закрепляем это все насквозь шпилькой. Ну, об этом посмотрите в интернете, есть вот таким вот образом на велосипеде, то есть полностью сжимаем шпилькой, и тогда можно выкручивать, чтобы не счесать шлицы на каретке. Ну все, теперь можно будет устанавливать сам мотор сюда. Предварительно хочу смазать посадочное место силиконовой смазкой густой. Вот такая смазка имеется. Смажем. Здесь есть какие-то остатки смазки заводской, похожей на литол, либо солидол, либо что-то аналог какой-то. Ну, еще добавлю силикон, чтобы ничего не прикипало.